Мы остановились в апартаментах в 8 минутах езды от парка. Для меня это наиболее оптимальное решение, и чуть позже я расскажу почему. Вы только взгляните, какой здесь красивый рассвет. А рядом, кстати, находится кемпинг-площадка. Пришел котик, лег на середину дороги и не хочет нас выпускать. Мы оставляем машину на паркинге около первого входа. Вход в парк находится в 2 минутах от этого паркинга. Вот так выглядит первый вход в 7:30 утра, и пока людей здесь относительно мало. Здесь же вы можете сфотографировать карту, либо же приобрести ее за 3 евро. Но я настоятельно рекомендую скачать бесплатное приложение, оно гораздо практичнее и удобнее. Но, по правде говоря, без карты вы точно не заблудитесь, поскольку здесь везде есть указатели. В парке есть около десятка маршрутов, которые отличаются длиной и территориями, которые они охватывают. Наиболее оптимальный, чтобы увидеть максимальный красоту парка и не сильно устать, для меня маршрут С, который начинается со входа 1. В чем его преимущество? Он охватывает основную часть парка, проведет через самые живописные озера и водопады. В то же время не придется обходить весь парк. В чем же их разница? Короткие маршруты проводят только через нижние озера, то есть охватывают только часть красот парка. Более длинные маршруты предполагают большее расстояние, которые проходят через леса. Но по факту вы увидите все то же самое, что и на маршруте С, только пешком придется пройти в 2 раза больше. Длинные маршруты стоят того, если вы очень любите много ходить. Их длина может составлять около 18 километров. Почему же я говорила, что оптимальнее снимать жилье недалеко от парка? Тогда будет легче и быстрее добраться до озер, поскольку приезжать сюда рекомендую к 7-8 утра, потому что потом собираются очереди, а по парку перемещаться будет труднее, ведь людей будет очень много, особенно в сезон. Покупать билеты лучше на официальном сайте заранее, чтобы не стоять в очереди. Ссылку на официальный сайт оставлю в описании. А теперь расскажу вам, чем же этот парк так примечателен. Плитвицкие озера являются одним из самых красивых парков мира. Звание национального парка он получил в 1949 году. А 26 октября 1979 года они были включены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Самой завораживающей и самой посещаемой частью парка являются озера и водопады, хотя составляют они всего 1% от общей площади парка. Всего в парке расположено 16 неповторимо прекрасных озер и около 90 восхитительных водопадов. А теперь немного философии. Не всегда решение плыть против течения приводит к ожидаемому результату. В Плитвицких озерах было исследовано около сотни пещер. В 1964 году 3 пещеры, расположенные в каньоне Нижних озер, были объявлены геоморфологическими памятниками природы. Первую из них, пещеру Шупляра, вы сейчас можете видеть перед собой. Она образовалась в результате обрушения дна долины или потолка пещеры. Также она была единственной пещерой, открытой для посещений, и проходя по парку, ее невозможно не заметить, однако на данный момент она закрыта. Также в парке расположена Черная пещера. Она была названа черной из-за отложений гуано, фекалий летучих мышей, но также известна под названием пещера озера Фей, из-за одного образования, похожего на фею.
Итак, первая остановка для ожидания кораблика. Здесь есть просторная зона отдыха, небольшие кафешки и ларьки, чтобы можно было купить еду, и, конечно же, туалеты. Это, кстати, одна из 2 точек с туалетами в парке. Вторая находится в конце пути по Верхним озерам, рядом с остановкой шаттла. Ах да, в стоимость входного билета включен кораблик, который провезет вас по прекрасному озеру Козьяк, откуда открываются восхитительные виды. А вот уже и наш кораблик плывет. Его ожидание заняло примерно 20-30 минут. Примерно 400 лет назад на месте одного озера было 2, которые были разделены травертиновой преградой. Барьер достигал в ширину 400 метров, был высотой около 36 метров. А сейчас он находится на 6 метров ниже поверхности воды озера Козьяк. Утонувший барьер можно увидеть во время прогулки на лодке в солнечные дни. В глубинах озера будет виднеться белое препятствие, которое четко очерчено. Кстати, этот кораблик полностью электрический и бесшумный. Современная теория слияния 2 озер звучит так. Часть преграды между 2 озерами оторвалась, образовав канал 4-метровой глубины. Таким образом, 2 озера слились в одно, и уровень воды в этом озере, конечно же, значительно поднялся. Это чудо было создано очень сложным биодинамическим процессом роста травертиновых барьеров. Если проще, в водах озер содержится карбонат кальция, который при взаимодействии с результатами жизнедеятельности бактерий, микроорганизмов и водорослей образует травертин, или пористую породу, из которого создаются естественные плотины. Также все упавшие деревья и ветки никто не убирает, и когда они попадают в воду, то покрываются меловыми растениями. В процессе они также образуют новые преграды. Этот процесс бесконечен, и если в одном месте появляется новая плотина, то в другом известняковые пороги размываются водой. За счет этого и образуются новые водопады. Поскольку абсолютно точно определить происхождение Плитвицких озер пока не удалось, вокруг этого места ходит множество легенд, и одна из самых популярных – легенда о Черной Королеве. И звучит она так. Давным-давно в Плитвицах была страшная засуха. Все реки и озера давно пересохли. Жить было невозможно. Растения и животные погибали, а люди день и ночь молили о дожде. Черная Королева услышала их мольбы и послала на Плитвицы тучи и грозы. Несколько дней шел проливной дождь, который наполнил водой 12 верхних озер Плитвиц. Так и появилась эта неописуемая красота природы. А верхнее озеро было названо Прощанском, или озеро нищих на хорватском языке, в честь отчаянных просьб людей о воде. А с верхних озер назад вас подвезет вот такой шаттл. Он экологически чистый и бесшумный. В заповеднике проживает самая большая популяция бурых медведей в Европе. Здесь водятся удивительной красоты бабочки и произрастают орхидеи. 77 видов растений встречаются только в парке Плитвицкие озера. К сожалению, в истории парка есть и печальные страницы. Он не раз становился полем боя. И до сих пор на территории парка еще находят мины. А если вы внимательно посмотрите, то прямо над большим водопадом заметите маленький домик. А если вы посмотрите еще внимательнее, то заметите большую очередь к большому водопаду.
Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия по Плитвицким озерам. Спасибо огромное за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!